Все настолько максимально быстро и просто, и при этом, конечно же, вкусно, что рецепт можно запомнить с первого раза. Начинка – полет фантазий. Но в таком варианте еще удобно, что и с начинкой заморачиваться не нужно. Есть подобный рецепт на канале, но там больше процессов. А здесь вообще все элементарно просто. Для приготовления теста я беру 6 яиц, и я сразу готовлю на двойную порцию. В описании также укажу количество ингредиентов на двойную порцию, чтобы вас не запутать. Добавляю соль и хорошо все перемешиваю, можно просто вилочкой. Сметана, здесь у меня 450 грамм. Все перемешиваю до однородной массы. Добавляю муку и разрыхлитель. Вот и все ингредиенты для теста. Муки примерно 14-16 столовых ложек. И один пакетик разрыхлителя, здесь у меня 16 грамм. Сначала все перемешала и смотрю, стоит ли добавить муку. Добавляю оставшуюся, у меня ушло 16 столовых ложек. Вот такое тесто должно получиться. Оставляю пока в сторону, тесту нужно дать постоять минут 15. Занимаясь начинкой, нарезаю репчатый лук мелким кубиком и также мелким кубиком нарезаю сырой картофель. Я буду для приготовления использовать тунец консервированный. Читала в комментариях, что готовят такой пирог и с сырой рыбой. Если не любите тунец, можно добавить отварную курицу. Вкусно будет жареными шампиньонами, с баклажанами. Вариант быстрой пиццы. В общем, все, что вы любите. Я говорю, начинка полет фантазии, с чем бы вы приготовили, как всегда, жду ваши комментарии. Не забываю посолить. Черный молотый перец вкусно добавить, если зелень, у меня сушеный зеленый лук. Обожаю добавлять его в блюдо, он получается как свежий. Все перемешиваю, начинка готова. Если вы первый раз на моем канале, хочу пригласить заглянуть на мою страничку. Да если не первый раз, хочу напомнить, что здесь разнообразные рецепты. Я делюсь только теми, которые хочется готовить еще. Семья, слава богу, большая, готовить приходится много. И я сама люблю, чтобы было вкусно и разнообразно. И, конечно, я с большим удовольствием потом делюсь с вами, особенно когда читаю ваши комментарии и вижу, что многие из вас уже не первый день со мной. Мне это очень-очень приятно получать от вас такую обратную связь. И за что я вам просто безгранично благодарна. Подготовила противень, застелила пергаментом. Выливаю половину теста. Немного разравниваю силиконовой лопаткой. И выкладываю начинку. Распределяю на всю поверхность. И заливаю оставшейся частью теста. Все, можно будет пирог отправлять в духовку. Духовка разогрета до 180 градусов. Выпекала я низ-вверх без конвекции. Примерно 45 минут. Вот такая вот красота получается. Хоть это заливной пирог, тесто получается не мокрое, такое легкое, воздушное, очень вкусное. Я вам хочу пожелать готовить и кушать с аппетитом. Надеюсь, что было полезно вам этим видео, и до встречи на канале Рецепт Копилочку.